В современном мире прозрачности, где все измеряется видимостью и частотой публичного обмена информацией, мы часто забываем, что не все должно быть доказано. То же самое касается Тэхёна и Чингука, двух людей, выросших в центре внимания, но все же предпочитающих хранить часть своей жизни в тайне. Тем, кому все еще нужны доказательства или какое-то подтверждение того, что Тэкук все еще вместе, просто потому, что их не видно вместе на фотографиях, в прямых трансляциях или в социальных сетях, позвольте мне искренне спросить, откуда берется эта неуверенность? Почему отсутствие на публике воспринимается как признак того, что связь ушла? Возможно, ответ кроется в том, как мы привыкли измерять привязанность видимостью, как будто то, чего нет в социальных сетях, означает, что этого нет. Но Тэхён и Чингук никогда не были такими. Они никогда не чувствовали необходимости что-то доказывать, потому что их связь всегда ощущалась настоящей через небольшие жесты, взгляды, не требующие слов, молчание, которое говорит громче любого поста. Они всегда предпочитали защищать свое личное пространство, оберегая то, что у них есть от глаз, которые пытаются интерпретировать все лишь с помощью сомнения или чрезмерного любопытства. Оба выросли в индустрии, которая постоянно их изучает, анализирует каждое движение, каждое слово, каждое выражение. Но когда они решают показать кусочек своего мира, они делают это искренне, и этого должно быть достаточно. Потому что каждый раз, когда Тэхён публикует простую фотографию или Чингук упоминает что-то, казалось бы, незначительное, за этим всегда скрывается глубокий смысл. Будьте благодарны за то, что они все еще решают делиться, что они все еще присутствуют в жизни по-своему, что они не ушли окончательно и не разорвали связи. Они делают это, потому что знают, что есть люди, которые смотрят на них с любовью, которые уважают их и понимают, что близость не всегда должна быть публичной. А пока вы, фанаты, которые любят их, которые были с ними с самого начала, сделайте что-то для себя, сосредоточьтесь и на своей жизни. На своих семьях, на дружбе, на любви, которая вас окружает. Развивайтесь, живите, мечтайте. Пусть ваше восхищение Тэхёном не превратится в зависимость или тревогу, а во вдохновение. Ведь если их отношения что-то и воплощают, так это баланс между любовью и свободой. Уверена, Тэхён и Чингук хотят видеть своих поклонников счастливыми, цельными и доверяющими, а не постоянно ждущими подтверждения тому, что они уже 1000 раз демонстрировали, пусть даже без слов. Они не станут любить вас меньше, если вы перестанете искать знаки каждый день. На самом деле, любить их со спокойствием, уважением и доверием – это более чистая форма поддержки. Но забавно, что находятся люди, которые насмехаются только потому, что Тэхёна и Чингука больше не видят бегущими вместе, как раньше, как будто отсутствие фотографий или видео – это доказательство того, что что-то закончилось. Забавно, как людям нужно увидеть, чтобы поверить, когда по-настоящему их определяет то, как они берегут то, что по-настоящему дорого. Не всем, что они делают, нужно делиться с публикой. Есть моменты, которые они предпочитают держать при себе, вдали от камер, и это не значит, что они перестали делиться. Интересно то, что если внимательно присмотреться, всегда можно найти маленькие подсказки, которые говорят больше, чем кажется на первый взгляд. На последней фотографии, которую Тэхён опубликовал в Sougr Squad, были все участники, но ракурс, композиция и способ съемки намекали на то, что за камерой был кто-то еще. И хотя не было раскрыто, кто это был, многие посчитали, что это мог быть Чингук, поскольку это был не первый раз, когда он появлялся косвенно, не пытаясь оказаться в центре внимания, просто сопровождая на расстоянии, как он часто делает. Более того, Чхвеушик недавно сказал кое-что в шоу на YouTube, что привлекло внимание. Когда одному из участников кто-то действительно нравится и он приглашает его в гости, они все равно встретятся снова, даже при плотном графике. Это, казалось бы, обычное предложение приобретает иной смысл, когда мы вспоминаем, как Тэхён представил Чингука своим самым близким друзьям. Это не было спонтанным поступком, мы видели это со временем, во время поездок, вылазок и моментов, подтверждаемых их собственными словами или мелкими деталями, которые стали известны общественности без необходимости публичного объявления. За последние 2 года Тэхён показал, что, когда кто-то важен для него, он всегда найдет способ сделать этого человека частью своего мира, пусть даже тихо и сдержанно.
И если посмотреть на это с этой точки зрения, недавняя фотография Сугой может стать еще одним доказательством того, что, несмотря на слухи или кажущуюся дистанцию, близость между Тэхёном и Чингуком остается неизменной. Сейчас они могут не выставлять это на показ, но им это и не нужно. Существует связь, которую можно почувствовать даже в разлуке, связь, которая не нуждается в словах или фотографиях. Поэтому, хотя некоторые люди все еще оценивают свои отношения по частоте появления в социальных сетях, правда в том, что то, что у них есть, выходит далеко за эти рамки. Речь не о доказательствах, а о сохранении связи, которая сохраняется, несмотря на меняющиеся времена, расписание и общественные ожидания. Скорее всего, они продолжат проводить время вместе, наслаждаясь обществом друг друга в уединенном пространстве, где они могут быть собой, вдали от шума и предубеждений «а это никто не может изменить». Или, возможно, именно это они и хотят продемонстрировать, что настоящим отношениям не обязательно постоянно быть на виду, чтобы быть настоящими. Эта привязанность должна измеряться не частотой их появления вместе перед камерой, а тем, как они остаются рядом друг с другом за кадром в моменты, которые знают и хотят хранить только они. Тэхён и Чингук выросли под постоянным светом софитов, в мире, где каждое движение интерпретировалось, каждый взгляд воспринимался как доказательство, а каждое молчание как знак. И все же, среди этого шума, они решили сохранить нечто гораздо более ценное – спокойствие и подлинность своих отношений. Это было не знаком дистанции, а скорее признаком зрелости и их способом защитить нечто важное от мира, который часто бывает слишком шумным. Они раз за разом доказывали, что настоящая связь не нуждается в ежедневных доказательствах. Есть вещи, которые можно только почувствовать, а не показать, и есть единение, о котором не нужно говорить, чтобы оно было реальным. Возможно, именно поэтому, хотя их теперь редко видят вместе, эта аура единения сохраняется в коротких словах, в совпадениях, в кажущихся совпадениями вещах, которые кажутся гармоничными. И нам, возможно, пора научиться тому же любить, не требуя, доверять, не видя, и ценить, не нуждаясь во всех ответах. Потому что любовь в любой форме заключается не в том, как часто мы ее доказываем миру, а в том, как мы храним ее в молчании. Так что позвольте им прожить свою историю мирно, без давления, не требуя доказательств. Мы можем просто быть уважительными свидетелями, любя издалека, с верой в то, что некоторым отношениям не нужна публичность, чтобы оставаться вечными. И, возможно, именно в этом и заключается красота Тхэкука. Им не нужно быть видимыми, чтобы чувствовать.